Федерации и нашему университету в частности. Следующий слайд. В принципе, идея приглашения ведущих ученых в рамках 220-го постановления правительства Российской Федерации — это некоторый рычаг для модернизации российского образования, которое, увы, потерпело определенные лишения в переходный период 90-е годы. Прежде всего, само собой, это при мобильности молодых ученых-специалистов, чтобы, говоря простым языком, они не закисали в рамках своего родного университета в течение 50 лет. Это диссеминация результатов научных исследований и, опять же, публикационная активность. Что греха таить, публикационная активность российских исследователей, она не соответствует мировому уровню. И это создание новых объектов интеллектуальной собственности, которые потом могли бы использованы для коммерциализации в рамках Российской Федерации. Однако создание подобного рода структуры, лаборатории, возглавляемой ведущим ученым на пустом месте, увы, потребовало бы весьма много усилий. И в данной ситуации мы пошли на решение в форме симбиоза уже существующей структуры нашего университета, а именно НИИ наукометных технологий и новой лаборатории под руководством Петера Слота. НИИ наукометных технологий создан 5 лет назад и представляет собой научно-образовательный центр, который в принципе и реализовывал в России в рамках ИТМО ту идею, которая позднее нашла отражение в рамках 250-го постановления правительства Российской Федерации, то есть подготовка кадров высшей квалификации путем обучения в исследовательских проектах. По таким направлениям, как суперкомпьютерные технологии, моделирование сложных систем, технологии искусственного интеллекта, технологии визуализации и виртуальной реальности. Наша структура достаточно молодая, в настоящее время у нас около 50 сотрудников, средний возраст 27 лет с копеечкой. Несмотря на то, что у нас есть специалисты, которым уже за 50. Следующее. На самом деле, данные аспекты деятельности являются не только фундаментальными и не представляют собой вещи в себе, однако могут быть использованы для реальных прикладных проектов в различных областях. В частности, таких проектов было выполнено 23 или 24 за последние 5 лет в различных направлениях, от распределенных вычислений общего назначения, анализа и прогноза экстремальных климатических явлений, разного рода систем поддержки принятия решений при рисках эксплуатации морских объектов, при рисках, которые возникают, например, в системах мобильной электронной коммерции. Само собой, исследования в области компьютерного моделирования нанотехнологий, поскольку нанотехнологии настолько широкая область, что в принципе тут есть поле для деятельности, биоинформационные технологии и же с ним, потому что во главе всего этого, к счастью, стоит то, что мы называем компьютерным моделированием, а именно инструмент, который дает возможность нашим специалистам достаточно эффективно применять свои знания в различных предметных областях. Следующий слайд. Однако, если мы говорим о данной лаборатории, на самом деле в соответствии с, опять же, с проектом в рамках 220-го постановления правительства, она также имеет план своих работ и свое направление деятельности. Направление деятельности называется распределенные экстренные вычисления для поддержки принятия решений в критических ситуациях. И на самом деле результатом деятельности лаборатории, которая предусматривается в текущие 2 года, является создание платформы виртуальной лаборатории для экстренных вычислений. То есть программно-аппаратного комплекса, который позволял бы на своей основе, как из конструктора, собирать системы для раннего оповещения в экстремальных ситуациях и для поддержки принятия решений в разного рода экстремальных ситуациях в различных областях человеческой деятельности. Однако, само собой, такая платформа является промежуточным звеном между уникальным оборудованием. What I would like to do is to spend some minutes and explain to you what we're trying to do here, the kind of research that we are setting up, and how that should fill in the request that was given to us by Medvedev and Putin. So I will be talking a bit about the laboratory that we're setting up in the research program that we are driving. I cannot read that, but I think it says something that it's about the Megagrant, the Leading Scientist program. And on the next slide, this was a meeting we had yesterday with Medvedev, where he actually pointed out 3 important things.
So yesterday we were in Gorky after waiting for 2 hours. And so we were there with the 30 other leading scientists. Somewhere in the, I'm here, somewhere hidden. And President Medvedev mentioned 3 important things. What he wants is not just you know, research papers and things like that, but what he wants to see 3 things. He wants to see that we get new young scientists involved in international research. So that's one. The second thing you want to see is that when this program is over, so when the money is spent, that there's something left, that it's not just, you know, the amount of money is there and then it's gone. So something should remain after that. And the third thing was that also the staff of different laboratories should be connected to the international science. So these are the 3 things that we are doing here also in ITMO. We're setting up a new laboratory, which is obviously opening today, on advanced computing. And that should stay, even if the project after 2 years or 2.5 years is stopped. We're setting up a new PhD program, so that's for young PhD students. And that PhD program will comply as much as possible with the international standards and will be guided with international and national, of course, staff. And the third thing we're doing is setting up internationalization of the staff here in ITMO. And one way we do that is by connecting them to international conferences, international journals, and things like that. So on the next slide, I want to say a few words about what is driving our research, just to give you a feeling of what we're actually trying to do here. And this is from the National Risk Register from the United Kingdom, and it says something about what we can expect in terms of disasters. So this is saying something about how likely a disaster will happen, and this says something about how high the impact will be on science and society. An example is here, for instance, pandemic influenza. So this means that it's very likely to happen, and if it will happen, it will also have a very strong impact on our society. Another example is attacks on crowded places, of course, and things like flooding, like inland flooding, coastal flooding, as well as urban flooding. And these are examples that are very likely to happen based on risk analysis. And that if they happen, will have a very large impact on our life. And the challenge now is to see if we can come up with computational methods, computational technologies that can help the decision makers to make the right decision if things like this are going to happen. So on the next slide, well, it basically says that everything that we're talking about in these different disasters that can happen, all these things are data driven. So we have sensors in dikes, we have sensors that monitor movement of people, etc., etc. Everything is data driven, and what we want to do is analyze that data and make sense of it. So on the next slide, we show, let's say, the basic architecture in which we're going to do that, and which we are doing it, and I will give you some results during this brief presentation. So the bottom line that you have to understand is we have sensors everywhere. We have sensors in dikes, like we have sensors here in the barrier of St. Petersburg. We have sensors that measure the movement of people in the metro stations, etc. We have all kinds of data systems, like storage systems of the police and of the government. And what we want to do is combine these together and then predict what's going to happen. And the whole goal of this urgent computing laboratory, we need things like supercomputers, grid computing, cloud computing, and all kinds of sensors. This is the kind of basic information. It is already there, but it's not combined. We cannot get our hands on it. So this is one of the challenges. The next thing what we need is to actually be able to replay things that have happened before. Здесь представлено 6 проекторов. Нижний ряд используется для формирования изображения в монорежиме, а верхний используется дополнительно для формирования в стереорежиме. Таким образом, нижний ряд для одного глаза формирует изображение, верхний ряд для другого.
используются поляризационные стекла с круговой поляризацией, для того, чтобы сформировать стереоизображение, и, соответственно, очки, на которых также установлены поляризующие фильтры, пропускают для левого глаза для одного ряда проекторов, а для правого глаза для другого ряда проекторов. Всей коммутации того, что у нас здесь происходит, отвечает вот 3 стойки с различным оборудованием. Вот. Здесь подается сюда 2 видеосигнала. Здесь дует. Да, здесь 3 промышленных кондиционера для охлаждения всего этого дела. Здесь поддерживается температура 21 градус, вот, фиксированная, независимо от температуры вне и внутри. Вот здесь 3 черных коробки, они коммутируют изображение, совмещают в одно стереоизображение, и дальше 6 сигналов идут на те проектора. А идут они через вот такую вот матрицу. Она принимает 36 входных сигналов и формирует 36 выходных сигналов. Мы их можем произвольным образом коммутировать. Ну и, соответственно, можно там послать с одного проектора, с одного компьютера на один проектор, с другого компьютера на другой проектор, можно там на плазму повесить сигнал и так далее. Вот. Также здесь 2 Blu-ray проигрывателя, то есть, в принципе, можно кино смотреть. Вот. Дальше здесь есть оборудование для Wi-Fi, оборудование для звук микшировать, система видеологирования, то есть она записывает все, что с камер находится и так далее. И в принципе все. Ну вот, как я уже сказал, 3 промышленных кондиционера для охлаждения этой системы, и вот они позволяют несколько часов работать в этой системе даже при полном отключении электроэнергии.